Привет, друзья! Вы на канале Pop Music, и сегодня у нас новинка от компании Fender. Это комбик Mustang LT25. Ну, для начала немного фактов. Это цифровой моделирующий комбик, мощность, что следует из названия, 25 Вт, на борту установлен 8-дюймовый динамик. И что спрятано внутри? Это 20 моделей усилителей и 25 эффектов. Ну что ж, давайте теперь перейдем к панели управления, посмотрим, что у нас там. В принципе, все очевидно. Разъем для футсвитча, вход для подключения гитары, выход на наушники, AUX для подключения внешнего устройства, Gain Volume Master и эквализация. Середины нет, ну и ладно, внутри можно покрутить. Далее экранчик с пресетами и всякие менюшки, входы, выходы в эти самые менюшки и тэп-темпа. И теперь приступим к кручению пресетов, это самое интересное. Но давайте сломаем систему и начнем крутить с конца. Первый пресет у нас под номером 30, Acoustic Sim называется. Давайте послушаем. Цоя в подъезде играть можно. Space Travel. Ну, традиционный творческий режим. Во всех моделирующих комбиках, процессорах это есть. Далее скейт-панк. Ну, стандартный роковый пресет. Так, Pink of the Moon. Намекает нам на Pink Floyd, видимо. Для соло, в которых требуется такой километровый сустейн, в принципе, подходит. Ну, давайте... VH Brown Sound. Тоже явно на что-то намекают. Ну вот, сходу такой пресет немножко бубнящий, поэтому низ мы приберем. Послушаем. Ну, что-то типа того. Далее, Classic Rock. Ну, не то чтобы это прям Classic Rock, скорее Classic Metal. Гейна можно поменьше. Ну, как вариант, как-то так. Что-то про квак. Поквакать в аккомпанементе пойдет. Так, что-то про кранч. Опять много гейна, на мой взгляд. Ну, плюс у меня достаточно выхлопные датчики. Ну, вот, поменьше гейна, больше похож на кранч. Фуз. Гейн по традиции прибираем. Вот, ну, еще 19, точнее 18 пресетов, но, в принципе, суть понятна. И в перегруз, и в чистый, и всякие моднейшие эффекты для очень творческих людей, в принципе, все тут присутствует. Ну что ж, давайте теперь погрузимся в недра менюшек и покрутим пресеты. Итак, возьмем самый первый пресет под названием Fender Clean. Ну, кстати, когда мы пресеты слушали, просто стандартного чистого звука не было, поэтому заодно и послушаем, что у нас тут есть. Нормальный, стандартный, чистый. Итак, нажимаем на кнопку и попадаем в блок вот из 5 подпунктов.
Первый амплифайер. Я напоминаю, у нас 20 моделей усилителя, мы их выборочно послушаем, ну, потому что слушать все 20 это будет очень долго и занудно. Дальше секция стомп, там фузы, перегрузы, эквалайзер, что-то еще было. Посмотрим. Дальше модуляции. Что у нас? Хорус, фленджер, фейзер и так далее. Дилей и ревер. В принципе, все просто. Местами ничего не меняется, поэтому... ну, тут такая спорная тема. Есть любители покопаться, попередвигать туда-сюда эти блоки эффектов. Я думаю, вы все в обзорах такие штуки встречали. Здесь все компактно, просто. И для людей, вот, которым надо сходу сразу накрутить звук, ну, по-моему, это более чем удобный вариант. Менюшка мне очень понравилась. Она элементарно осваивается секунд за 10 примерно. Итак, еще раз нажимаем на кнопку, попадаем в подменю с настройкой усилителя. Ну, соответственно, тут можно более детально все накрутить. Есть регулятор middle, середины можно добавить. На панели здесь ее почему-то нет, что, ну, на мой взгляд, досадное все-таки упущение, потому что надо залезать внутрь и перекручивать, это не очень прикольно. Еще раз заходим и смотрим. Вот они, усилители. Ну, давайте начнем. Итак, первый у нас Deluxe Dirt. Басман, ну куда ж без него. Крутанем вот Twin Clean. Давайте дальше. Рок. Вот, и Металл 2000. Ну, по усилителям тут, в принципе, очевиден крен в сторону собственной продукции. Усилков для кранча, вот, для чистого звука тут более чем до хрена. Ну, таких более хай-гейновых усилителей не очень много. Вот. Но, тем не менее, в принципе, звуки разные тут получить очень даже легко. Идем далее. Возьмем отдельно взятый усилитель и попробуем познакомиться более подробно с эффектами и накрутить, ну, скажем, звук для соло некий такой. Значит, давайте посмотрим. Усилитель у меня здесь выбран 70 Rock с перегрузом. Ну, в сухом виде он звучит вот так. Ну, в принципе, обычный такой не сильно гейнистый звук. Идем в секцию Stomp. Посмотрим, что у нас тут есть. Овердрайв, блюз драйв, рок дёрт, фуз, биг фуз, компрессор, Metal Gate. Ну, давайте, наверное, просто овердрайв добавим. Без него, и давайте послушаем с ним, как звучит. Ну, немножко поплотнее. В таком виде оставим, в принципе, больше гейна нам не надо. Далее идем в секцию модуляции. Что у нас тут? Хорус, фленджер, вибратон, тремоло, фейзер, степ-фильтр, квак.
Не густо, но, в принципе, что мне, опять же, здесь нравится, это всего 5-6 педалей, 5-6 эффектов на каждый из блоков. Но, в принципе, все они по делу, нет совершенно какой-то невнятной фигни, которая нужна практически никогда. Возьмем, давайте, хорус. Ну, пойдет. Далее. Соло без дилея это... Не соло, кстати, посмотрим. Дилей, реверс дилей, эхо. Всего 3. Но все по существу. Тапкой воспользуемся. Вот темп меняется. Немножко уменьшим уровень дилея. Вот где-то до 5. Послушаем. Для небыстрых густых соляков, в принципе, идеально. Ну, ревер на таком звуке, мне кажется, уже лишним, поэтому мы что-нибудь отключим. Например, дилей. Стомп. Овердрайв уберем. Уберем немножко гейн, который тут аж на 10 стоит. И послушаем... Ну, хорус оставим. И послушаем ревер. Ну, стандартный пружинный ревер, плейт, арена. В общем, все вполне стандартно по реверам в том числе. Ну и стандартная фишка, которая есть практически у всех моделирующих комбиков, это выход USB, с помощью которого вы можете подключить ваш комбик к компьютеру и использовать его как аудиоинтерфейс. Ну, что, собственно, мы сейчас и сделаем. Что можно сказать об этом усилителе? Ну, в плане звука вы все и сами прекрасно слышите. Он может и в чистый звук, и всякое потяжелее. Есть куча эффектов на борту. Ну, а в плане функционала это аналог, я бы даже сказал, конкурент таким усилителям, как Boss Katana. То есть это такой идеальный аппарат для диванных войск. По мощности он, конечно же, большие площадки вывезет. Максимум такие комнатные уютные репетиции. Вот. Но дополнительно, что хотелось бы отметить, это очень простой, удобный интерфейс усилителя. Разобраться в нем заняло, ну, примерно секунд 30.
Ну и не забывайте подписаться на канал, поддержать его лайком, комментариями и заходите в группу ВКонтакте и в Инстаграм. One, two, раз, два, присед. Потрогай микрофон рукой. Микрофон нет, другой. Ага. Постарайся поменьше загораживать монитор рукой. Это не получится. Убирать руку можно. Я понял. Я справлюсь. Давай. Студия Pop Music позволяет исправлять свои ошибки.